Добрый день, друзья! Приветствую вас на нашем канале «За и против. Про и контра». Меня зовут Геннадий. Меня зовут Лариса. Сегодня мы продолжим наш рассказ о доверительном управлении недвижимостью в Марианских Лазнях и о долгосрочной аренде. Видео о краткосрочной аренде вы можете посмотреть на нашем канале по ссылке наверху. Послушай, мне кажется, ты выбрал какое-то не очень подходящее место для этой серьезной темы. Королевский гольф, ресторан. Объяснись. Объясняю. Мне кажется, что как раз место очень подходящее. Речь пойдет о том, как жить спокойно, имея недвижимость в далекой стране, за тысячи километров. Как загорать на пляже, играть в гольф и быть совершенно спокойным относительно своей недвижимости. При этом вы будете не только спокойны за свою недвижимость, но еще при желании можете на ней заработать. Ну, понятно. Хорошо. Только давай не занудно. А то люди устали слушать твои лекции. Вот, например, кратко и по делу. Я приехала в Марианские Лазни на отдых. Мне очень понравилось. Решила купить недвижимость. Отдохнула. Закрыла квартиру, уехала домой. Ну, зачем мне вот твое доверительное управление? Зачем мне тратить деньги? Логично. Ты правильно заметила, я известный мастер короткого рассказа. Поэтому в этот раз постараюсь кратко. Ты спрашиваешь, зачем тратить деньги, зачем нужно доверительное управление? Спрашиваю. Резонный вопрос. Расскажу тебе всего две истории. Как ты помнишь, был у нас клиент из Москвы Виктор. Он через нас купил замечательную квартиру. Пожили они здесь недели, наверное, две. И уехали в свою Москву. Тогда мы ему предлагали подписать договор доверительного управления. Он почитал, решил сэкономить. Ну да. Да, и сказал в следующий раз, что там может случиться с нашей квартирой. Вернулся он где-то вернулись они через полгода. И неожиданный звонок нам. Ребята, катастрофа, все пропало. Приезжаем. Дверь обклеена ленточками полицейскими. Опечатана. Вырван замок с корнем. Вид брутальный. Виктор по-чешски не говорит, ни слова не понимает. Вместе с ним пошли в полицию выяснять, в чем дело. История до невозможности тривиальная. Его сосед снизу, придя в очередной раз с работы, обнаружил, что с потолка течет вода. Позвонил старший. Старшая не знает, кто такой Виктор. Старшая не знает, кто отвечает за эту квартиру. Вызвали аварийщиков, вызвали полицию, выломали дверь и обнаружили замечательную вещь, что течет не у него вообще. Текло из стояка, который был между этажами. Но тем не менее дверь выломали. После этого отключили во всем доме воду. Хорошо, у кого-то там был второй стояк, и не все были без воды. Но Виктор был без воды. После этого очень долго мы искали ремонтную какую-то организацию, которая это починит, потому что, как вы понимаете, без воды долго жить нельзя. Вот был такой замечательный случай. Вместо того, чтобы... Виктор-то в это время где жил? В отеле? Я об этом и говорю, что вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом, это был отпуск, в Марианских Лазнях, пить водичку и отдыхать, Виктор вынужден был арендовать другой апартамент, заплатить достаточно денег, в то время, когда его квартира была превращена в строительную площадку, где там шла сварка и так далее, и так далее. Теперь расскажу вторую историю.
Если ты помнишь, был у нас клиент из Санкт-Петербурга, который тоже через нас купил квартиру и решил, что если он в ней не живет, то, в общем, нет смысла платить за отопление, за электрику, ну и, в общем, все коммунальные платежи. Он купил квартиру, уехал, приехал где-то тоже через полгода. Ему понадобилась выписка зачем-то из кадастра, получил выписку, а там он видит и не верит своим глазам. Оказывается, его квартира выставлена на торги экзекутором. Стали разбираться, в чем дело. Попали в квартиру. В квартире нет воды, нет газа, нет электричества. Квартира под экзекуцией. Выяснилось, что ему на почту приходили упоминки. Ну, ты помнишь эту историю. Конечно. Вначале ему отключили воду. Потом ему отключили электрику. Потом сняли измеритель, который, ну, пленомер, который измеряет расход газа. Счетчик. В результате пришлось нам срочно первым делом обращаться к адвокату, останавливать экзекуцию. Слава богу, квартира еще не была продана, успели остановить экзекуцию. Он был вынужден погасить все долги, заплатить пени, заплатить штрафы всем этим компаниям, заплатить экзекутору. В результате заплатить адвокату. В результате, когда мы сосчитали, во сколько ему обошлась экономия, что он не заключил с нами договор доверительного управления, эта сумма хватило бы на 10 лет минимум оплаты наших услуг по доверительному управлению. Эпопея была, конечно, конкретная, чтобы вернуть все, как было до его отъезда, то есть поставить электрический счетчик. Нужно было сделать ревизию справу, то есть ревизия электричества. Чтобы поставить пленомер, тоже нужно было сделать ревизию всего газового хозяйства, не только котла, но и камина. И он уже уехал, и только после этого ему подключили газ. Так что экономия, это, конечно, замечательная у него получилась на доверительном управлении. Думаю, долго он об этом еще будет вспоминать. Если вы, конечно, любите погорячей, что называется, если любите адреналин, яркие впечатления, не подписывайте договор доверительного управления. Закрывайте свою квартиру и спокойно уезжайте. Адреналин вам как минимум обеспечен. Ваше здоровье. Нет, что-то мне твои рассказы не очень понравились. Я купила квартиру для отдыха, для релакса, для наслаждения, а не так, чтобы участвовать в съемках ужасов, фильма ужасов. На самом деле реальных историй за 15 лет у меня скопилось очень много. Но я думаю, достаточно остановиться на этих двух. Ну, понятно. А что конкретно нужно делать? Подписать договор, оставить доверенность, оставить ключи. Что еще? Что я забыла? Ну, главное, ты забыла, что по этому договору нужно регулярно платить, чтобы мы могли оказывать вам эти услуги. Так. А что в этом договоре? Ну, содержание всего договора я рассказывать не буду. Это займет много времени. Я постараюсь в занятной форме с иллюстрациями рассказать тебе и всем нашим зрителям, как мы работаем по доверительному управлению и по долгосрочной аренде. Как это происходит? Хорошо. Пока вы играете в гольф с друзьями, мы посещаем вашу квартиру, следим за сохранностью вашего имущества, проверяем инженерные сети, двери, окна. При необходимости организовываем ремонт и работаем с эксплуатационными компаниями. А я такой простой, с виду маленький, скромненький.
Стою на поле в кепочке, маечке, поте, как стильная бейсболка Прада. А мне бы надо прыгнуть с кара и познать, узнать правила удара. Мы с тобой поиграем в гольф, нас опять собирает гольф, нас всех вдохновляет. Играйте спокойно, мы обо всем позаботимся. Мы с тобой поиграем в гольф, нас опять собирает гольф, нас всех вдохновляет. Пока вы с друзьями пьете капучино, угощаетесь вкуснейшим штруделем в Марианских лазнях, В красивом в месте. красивом месте. Мы в это время посещаем скучное и тоскливое собрание собственников жилья. Работаем с эксплуатационными компаниями, следим за правильностью и своевременностью оплаты коммунальных услуг, налога на недвижимость и прочих платежей. Вы можете заниматься конным спортом, с такими красивыми общаться лошадками. А в это время мы застрахуем вашу квартиру. Мы будем следить за своевременностью оплаты страховых взносов. В случае страхового случая мы оформим все необходимые документы и реализуем ваше право на получение страхового возмещения. Застрахуем вас от ущерба третьим лицам. Мы с удовольствием проконсультируем вас по вопросам владения недвижимостью в Чехии и по правильной ее эксплуатации. Если вы решите продать свою недвижимость, мы готовы организовать и это. Мы являемся лицензированным риэлтором. Твое здоровье. To pak jako zacaluje. И твое. Jasně no, nebo se s tím pak nějak zacaluje ten nájem. Пока вы сидите в таком замечательном месте Tak to je и fajn, пьете protože to je jako вкусное když пиво tam člověk jako местного пивовара, мы следим за вашей корреспонденцией, проверяем все, что к вам приходит, пересылаем вам. Если у вас сломается бытовая техника или мебель, мы вам порекомендуем, чем ее поменять. Ликвидируем старую, посоветуем вам, как выбрать мебель, где ее купить, где выбрать бытовую технику. Кроме этого, если вам потребуется, мы поменяем замки в ваших квартирах и домах. Перед вашим приездом мы можем включить отопление, можем организовать уборку. Вы приедете в чистое и теплое помещение, то есть получите удовольствие. А в это время пейте пиво, отдыхайте, развлекайтесь, а мы будем работать за вас. Если вы решите сдать свою недвижимость в долгосрочную аренду, вы можете жить во время отпуска в таком дворце и ни о чем не беспокоиться. Мы продолжим оказывать вам все вышеперечисленные услуги в полном объеме. При этом, если вы решите сдать квартиру через нашу компанию, как бонус, спектр наших услуг расширится. Наслаждайтесь отдыхом, а мы будем работать с арендаторами, следить за правильной эксплуатацией вашей недвижимости, за своевременностью оплаты аренды, решать конфликтные ситуации, ежемесячно контролировать потребление электричества, воды и отопления. Наше доверительное управление и долгосрочная аренда позволят вам не играть в русскую рулетку, а жить спокойно, счастливо и беззаботно в части вашей недвижимости. Мы вам рассказали о доверительном управлении и долгосрочной аренде апартаментов в Марианских лазнях с нашей компанией. Ну что, пора работать. Пора. Смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, Ставьте дизлайки, хвалите нас, ругайте. ругайте. Мы будем знать, что не зря делаем свою работу. До свидания, друзья. До новых видео. Blu 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 canari, cric cric cric, si perde l'eco, se piange canto tramonta, cric cric.